О, Гамарджоба, я тебя не заметил. Это канал Гоша Карцев, я Гоша Карцев. Это тупое начало видео. Знаете почему? Потому что я слетал в Грузию, снял там фильм про людей, места, еду и моду, но забыл начало записать. Поэтому сижу тут в офисе уже в Москве и хочу вас предупредить, что будет трястись камера местами будет тупить звук, и у нас монтаж нелинейный, но я не думаю, что вы будете слишком критичны, потому что просто сердечком и атмосферой хотел с вами поделиться, потому что Грузия — это любовь, так что не переключай канал. Вот и все, собственно. Все, что хотел сказать. Заставка. А и ходят люди хорошо, на самом деле, потому что мы на улице. Я остановился мне кажется, это самый известный отель в Тбилиси. Он называется Rooms. Рядом с ним находится отель, который называется Стамба. Это одна и та же контора. Между отелями, кстати, можно ходить через двор. Что меня радует, отель не очень дорогой, но по уровню сервиса и по уровню атмосферы он очень американский. Он лофтовый. Это бывшая, насколько я понимаю, печатная, что ли, фабрика. Какие-то фабрики, из которых сделали отель. Внутри классный дизайн. К сожалению, там нельзя снимать, поэтому я вам просто рассказал, место показал. Сами фотки посмотрите. И есть еще один в Казбеке. Я бы туда рекомендовал просто съездить, потому что туда очень красивая дорога. Мы сейчас находимся в заведении, мы пытаемся в него попасть, которое называется «Квартира 37». Это единственная вывеска. Если вы не знаете, что здесь находится, может, нас просто реально на хату, прикинь, привезли такие... Как минимум есть еда, и это делает вечер и доставка. Дорогие друзья, добро пожаловать в Бину 37. Меня зовут Зураб. Бина на грузинском означает «квартира». То есть вот это все пространство, то, что мы сейчас здесь видим, это было запланировано под нашу квартиру для нашей семьи. И вот здесь, вот конкретно в этом месте мы планировали сделать бассейн для моего сына. Соответственно, сегодня у нас находится такой винный бассейн. Здесь у нас расположены 43 кувшина, квеври по-грузински. Они емкостью от 200 до 350 литров каждая из них. Соответственно, у нас в целом есть потенциал принимать каждый год урожай примерно 10 тонн винограда. Мы следуем грузинскому традиционному методу винопроизводства, не используем никаких искусственных дрожжей, соответственно, процесс проходит все натурально. Здесь примерно у нас получается около 6 тонн разливного вина. Человек, который где-то про вас услышал, как обыватель с улицы может к вам попасть? Да, конечно. Через TripAdvisor, через Word of Mouth. И есть у нас еще Facebook, Instagram. Но все, Word of Mouth работает, сарафанное радио работает прекрасно. Вы не то, что прям супер подпольный, все равно к вам попасть может человек, который посмотрит. Да. На этом этапе вот так вот. Сосо позвонит и скажет: Зур, мы идем к тебе. Да. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Прямо сейчас мы находимся на винзаводе номер 1, Тбилисский винный завод, я подсказку смотрю, который в 1894 году спроектировал архитектор Озеров. Раньше это был винзавод, как вы поняли. Сейчас здесь кафе, рестораны, происходят какие-то модные мероприятия, парк скульптур, который, кстати, курировала Рия Кибуря. Народ довольно модный. Пойдемте посмотрим, как выглядит мероприятие здесь сегодня. Это первое мероприятие в рамках недели моды. С него начинается неделя моды. Это выставка архивов фотографа, который постоянно работал с брендом Amazon Мартин Маржела или Маржела, называйте как угодно. Здесь фотографии, которые никто до этого не видел. Люди пьют, общаются. Посмотрите, какие классные витражи. Выставка называется The Revealing Джонатан Хеллом. Архивы Мартина Маржелы с 1997 по 2008. Вот это вот, возможно, те самые склады, в которых хранятся сейчас какие-то напитки семейства Романовых. Прикиньте, посмотрите, там, говорят, гуляют привидения. Я вот вполне в это верю. В данный момент идет перформанс самого фотографа. Не до конца понятно, что происходит, но Маржела вообще, или Маржела, это искусство, поэтому пойдемте посмотрим ближе. Но вы знаете, с местным вином это может прокатить, конечно. Увидеть архивные фотографии, которые до этого не были никому показаны, это супер. Особенно для такого культового бельгийского дизайнера. Они себе могут позволить распечатать это на простой бумаге, приклеить все это скотчем. Знаете, кажется, как будто бы на коленке сделано, а на самом деле в это вложено огромное количество труда. Вы всегда можете отличить вещи этого бренда по 4 стежкам сзади. И я сейчас, кстати, по абсолютной случайности в джинсах Мартина Маржелы, и на мне сзади тоже есть
4 стежка. Еще одна из главных особенностей модного дома. Раньше, когда сам Мартин Маржелло возглавлял модный дом, Мазон Мартин Маржелло, его никто никогда не видел. Говорят, что сейчас, возможно, так как никто не знает, как он выглядит, он гуляет где-то здесь. Где ты? Поехали, все, мы едем дальше. Вышел из своего отеля «Румс». Но погода немножечко подвела, хотя тепло, но идти далеко не хочется для того, чтобы пообедать. И напротив, в этом же классном районе, есть замечательное заведение, «Лолита» называется. Сейчас я перебегу просто дорогу и на самом деле пойду там и поем. Пойдемте я покажу, короче, что рассказывать, да? Лучше показать. Приходишь, здесь такой очень фотогеничный спот, сторис, красивые фотки получаются, я вам гарантирую. Здесь есть фотобудка, естественно. О, мое любимое развлечение. Кикер, потому что это на самом деле бар-ресторан. Здесь очень светло, здесь есть несколько этажей, здесь есть лекторий. Вот большой компанией сидим, обедаем. Пойдемте покажу. Здесь и грузинская кухня, и европейская, и на самом деле здесь супер комфортно. Пойдемте, самый главный прикол этого места. Если вы присмотритесь, вот там ровно над нашим столом висят и сушатся чьи-то трусы. Прикиньте. Вечером здесь можно выпить, потанцевать, познакомиться с кем-нибудь. Ну, вы понимаете, да? Ладно, я жрать так хочу, чуваки, сорян, все. Выключаем камеру, едим. Настя, ты главный экскурсовод здесь. Главный экскурсовод. Для вас, да. Для нас. Да. Для меня. Для моих зрителей. Как случилось, что ты переехала в Тбилиси? Это был такой момент дауншифтинга типичного. Вот, просто Тбилиси был очень простым вариантом, и очень теплым, и очень гостеприимным. И сначала это просто была попытка, хотелось пожить, поделать то, что интересно, потому что работа всегда она отнимает все время, все эмоции и так далее. Не оставалось времени заниматься тем, что реально интересно. А приехав сюда, я как-то расслабилась и начала делать то, что нравится. И потом просто решила остаться, потому что настолько было хорошо, что не было вообще никакого желания возвращаться обратно. Сколько ты здесь живешь уже? 5 лет. Что нам нужно знать про Тбилиси? Тбилиси теплый. Почему? Ну, это в его названии и это в его душе, потому что это действительно город, который имеет какой-то теплый социальный климат. То есть он не только солнца много имеет, но и очень доброжелательный по отношению к Тбилиси гостям. переводится? Теплое место. Теплое место. Сколько населения? Официальные данные это где-то 1 200 000, 1 300 000, но в реальности здесь, конечно, гораздо больше людей. Чуть больше. В самой Грузии сколько? Чуть меньше 4 миллионов, да. Ну, то есть 30% населения живет в Тбилиси. Да, абсолютно, потому что все стремятся сюда работать, учиться, делать жизнь. Чем славится Тбилиси? Своей уходящей роскошью, потому что вот есть кварталы, которые действительно, некогда будучи роскошными аристократическими зонами, превращаются в такие обветшалые пространства. И вот этот контраст, он, конечно, очень сильно привлекает и очень располагает к себе. Тбилиси — это встреча Востока и Запада, да, Европы и Азии. И это главная особенность Тбилиси. Исторически, конечно, город был очень многонациональным. Это сильно повлияло и на его лицо, и на его традиции, и на уклад жизни этого города. Каждый, кто сюда приходил, оставлял какую-то частичку своей культуры здесь, да, поэтому тут такая эклектика принята. И она проглядывается во всем. Она проглядывается и в жизни, и в архитектуре, и в моде. Грузины. Опиши, какие они? Ты знаешь, я опишу не своими словами, а словами своего любимого грузинского философа Мираба Мамардашвили. Он сказал однажды, что грузинам присуща трагическая легкость. Люди умеют смеяться, грустя, или грустить, шутя. Это в них есть. И это, мне кажется, главное качество грузин. Даже, знаешь, у одного грузинского поэта я прочитала такую интересную фразу о том, что он, оказавшись в Париже, удивился, да, тому, какое количество красоты его окружает. И он подумал о том, что, наверное, у грузин тоже было много порывов создавать что-то красивое, но чаще приходилось браться за ружье там, или за меч и идти защищать свою землю. Грузины, правда, умеют праздновать жизнь. Есть у них это. То есть, несмотря на все какие-то там экономические трудности. Вот это хорошо. Да. Они умеют праздновать жизнь даже в горе. Да, даже горе для них, в общем, это эмоции, что ли, да, Конечно. состояние, где они могут почерпнуть что-то позитивное. Супер, вот это Да. хорошо было. Вот это вот классический Тбилиси. Вот такие дворы. В этом суть вся. В текущей воде, в винтовой лестнице, в белье, которое сушится, вот в этих вот балконах, в разговорах соседей.
Вот в чем атмосфера Грузии. Просто чуть-чуть люди постирали и сушат белье. Ну что, why not? И самое главное, это город дверей. Интересных, красивых дверей. Шарите? Город балконов, город ковров. Их столько здесь. Только луки пилить, понимаешь? Сочетание фактур, цветов. Я не пил еще вино. Краска, которая отваливается. Это как бы и грустно, и красиво. Трагичная красота местами. Понимаете? Вопрос, Мария. Где мы находимся? Мы находимся в самом сердце города Тбилиси, в отеле «Чекпоинт». Почему чекпоинт называется? Точка регистрации, не знаю. У меня есть подозрение, что вы не грузинка. Я армянка. А вы где родились? Родилась в Тбилиси, жила в Москве. А сколько вы в Тбилиси прожили? Мне было 13, когда мы переехали в Москву. И решили вернуться сюда. Почему? Старый город попал в реконструкцию полностью. Его снесли, заново отстроили правительство. И наш дом, я в этом доме родилась. Я приехала помочь тете сделать ремонт, потому что дом сдали в черном каркасе, просто бетонный. И через 3 недели улетел, начал строиться отель. И вот так неожиданно я сюда переехала. Это возможно только здесь. Это возможно только в Грузии. Да, только в Грузии. Я влюблен. Эта история уже... На этом можно заканчивать эту историю. Расскажите суть, концепцию вкратце про... Концепция была, так как это мой дом. Угу. И здесь, естественно, основная часть моего сердца была всегда на протяжении всех годов, которые я жила в Москве. Вернувшись, мне захотелось сделать необычный отель. Отель, который люди будут называть домом. И 80% гостей, которые приезжают к нам, они к нам возвращаются, и все говорят, что у нас в Грузии появился дом. У нас апартаменты, номера, все в разных стилях, совершенно необычные. И атмосфера дома. Это так трогательно. Я прям сейчас... Дайте я вас обниму. Это какой-то у меня... Мне очень почему-то хочется чуть-чуть прослезиться. Я не знаю, это так душевно. Спасибо. Приятно. Надеюсь, в следующий раз, когда приедете в Грузию, остановитесь у нас. С удовольствием. Я влюблен в вас, в это место. Спасибо. Спасибо вам за гостеприимство, за кофе, за чудесный На здоровье. вид, за эту историю. Я очень вдохновлен. Я пойду. Да. Счастливо. Хорошего дня. Меня так на самом деле вдохновила история Марии. Заставила меня, размышлять. Я понял, что Грузия — это место дауншифтинга, знаете, куда переезжают люди для того, чтобы выдыхать. Здесь тоже шумно, но здесь другой шум. Шум котов, людей, поющих, еды. Здесь шум жизни, а не техники. И это, конечно, очень как-то успокаивает. Мне так спокойно почему-то, очень умиротворенное состояние. И самое главное, что здесь нужно гулять все время. Я понял, что вот я сегодня не хотел выходить из дома, хотел валяться в кровати. Я очень рад, что я встал и пошел. Пойдем дальше. Бесит аж, что так красиво. Аж раздражает, как красиво. Я не знаю, куда я иду, но это не важно, мне кажется, здесь. Что здесь главное гулять. Куда-нибудь да придете. Мы находимся на перформансе, эко-перформансе, который посвящен презентации бренда Le Moccasin Zip, как мокасин, понимаете, Zip как молния. И дизайнер бренда Кетиван Майсая. Расскажу немножко про нее, чтобы вы понимали уровень мастерства дизайнеров в Грузии. Она работала в Челаяне, культовый британский дизайнер. Она работала в модном доме Hermes. Она работала у Мартина Маржилы. И она работала в бренде Лаева. А теперь главная бомба-новость. Кетиван сейчас является главным дизайнером аксессуаров бренда Bottega Veneta. Так что, дорогие друзья, вот такое вот происходит в Грузии. Международные дизайнеры показываются здесь. Я горжусь. Почему горжусь грузинами? Просто приятно. Просто приятно мне, что такие люди есть. Нас привезли в оперу среди бела дня. Смотрите, какое красивое здание. Театр построен по британском стиле, который был такой очень модный в период царства России. Это был сначала казенный театр, так он назывался, а потом он уже после революции стал официально называться оперным театром города. Просто восторг, как красиво. Смотрите, как он мерцает из-за того, что деревья от ветра шатаются. Но самое прикольное, что он отражается на стене. Видите, Слава вам демонстрирует это.
игра какая актерская, во-первых, представляете, а во-вторых, как Оскар. Оскар, а во-вторых, какая игра света. Вот, собственно, главный зал оперы. Энергетика невероятная, это так здорово, так красиво. Идемте попробуем пробраться в одну из лож. Открыто 9-я. Кто-то поет. Восхитительно, восхитительно. Грузия, правда, вдохновляет. Что-то на грузинском они там что-то спорят на репетиции. Ты сюда, говорит, я сюда, наверное. Люстра, которая висит в центре, весит около 2,5 тонн. Представляете? И когда в 70-х годах художник, который ее сделал по заказу советских властей, начал ее укреплять с командой, то некоторые части начали пропадать. И когда это обнаружили, то сменили всю команду только на непосредственно семью этого художника, чтобы ничего ни в коем случае не пропадало. И в 2010 году, когда реставрировали, компания Сваровски как раз-таки и изготовила несколько недостающих деталей в эту люстру, и теперь она наконец-таки полноценная. Но сидеть под ней я бы все-таки не хотел. А то, знаете, вот «Призрак оперы», я думаю, все смотрели. Среди меня то самое полосатое здание оперы, где мы только что были. И рядом здесь, если ее обойти, за ней, как раз-таки за оперой, находится заведение, которое называется очень легко, и просто его запомнить. Оно называется Near Opera, что в переводе на русский язык значит рядом с оперой. Поэтому, если вы хотите попробовать именно домашней еды, домашней атмосферы, посидеть за большим столом, с местными, возможно, то вам именно сюда. Нам выносят горячее, ну а мясо и вино, конечно же, я жду больше всего. Атмосфера, друзья. Мода в Грузии – это атмосфера. Я уже доволен шоу, хотя мы даже не начали. Кипарис нам дали не просто так, это одно из самых долгоживущих растений, в принципе. И сам бренд в этом году стал более экологичным, и они нам сейчас покажут эко-кожу. Написано в пресс-релизе, что цвета и формы вдохновлены природой. То есть это все про природу. Ну, я думаю, вы это уже поняли. Это ромашками. Что ромашками? Наверное, вы поняли. Лимонами. Вот это все. Она же любит украшать стол. У нее на каком-то дне рождения был стол. Вот такая вот скатерть была, такие же цветы. Все выложено лимонами. Вот так. А, это ее любимый цвет. Да. Город Тбилиси. Невероятно стильный мужчина, он бывший футболист. Обязательно посмотрите его инстаграм. Такой, он итальянец по стилю. И в конце она вышла со своими 4 детьми. Это было очень трогательно. Не хочется уходить. Какая погода хорошая, там еще фонтан и памятник. Но придется бежать на показ дальше. Есть такой парк великолепный, парк Ваке, бывший парк Победы, который очень симпатичный и уютный. Есть прекрасное заведение, оранжерея. Еда здесь немножечко фьюжн, но здесь очень уютно и атмосферно. Поэтому вы можете прийти в парк погулять и обязательно садитесь на террасу, потому что мне лично этим это место и запомнилось. И здесь можно еще подняться на 2-й этаж. И очень солнечно. Приезжайте в Грузию за солнцем.
Мы находимся в здании медиатеки, в этом же парке. Только что был показ, мы недалеко прошли. Это стеклянно-деревянно-бетонное здание. Это электронная библиотека, она называется медиатека. Здесь сейчас будет показ бренда Лоло. Пока ждем, погода супер. Я кайфую. Удивительно, на самом деле, ты сидишь просто в библиотеке, ты ждешь показ. Чтобы знать, что написано тут. Тут все на местном языке, понимаете? Должна быть тишина, кстати. Там бассейн. Там бассейн и дискожар. На самом деле, это тот же винзавод, на котором мы с вами уже были, где была выставка Маржелы. Приехали на показ Татуна. Такой дизайнер. Мы с ней обязательно познакомимся, поболтаем. Я ничего про нее не знаю. Для меня это будет открытие, для вас тоже. Но все говорят, что надо. Что самый бестселлер? Что точно нужно у тебя брать? Ну, думаю, пальто. Расскажи, почему презентация не показ в этом году? Я думаю, что вот моя коллекция такая, там такие детали, там такой крой, что из-за качества мне хочется вот показать вот это людям, всё. да. И мне очень нравилось это место Ери, это пространство. Да. Решила такую инсталляцию там сделать, Да, я потрогать, понял, это было там, да. здорово. Про что была эта коллекция? О чем она? Я ей Кусама, это женщина японская, если она очень, Художница? она и художница, она и артистка. Что для тебя Тбилиси и Грузия в одном предложении? Love. Лав, Грузия, Любовь, love? да. Спасибо тебе большое. Дайте тебе обниму. Мое гастрономическое и модное путешествие продолжается. Я нахожусь на какой-то невероятно тихой улице. Рядом есть курица. Стихи пошли грузинские. Сушится белье. Стоят местные, что-то обсуждают. Здесь я, потому что хочу показать вам один интересный ресторан, у которого нет вывески. И если ты не знаешь, то ты, конечно же, никогда его не найдешь. Но вот в этом вот прекрасном доме расположен один очень милый и аутентичный рестик. Это раньше был жилой дом. Хозяин взял и сделал из этого ресторан. До сих пор на верхних этажах живут, а внизу располагается заведение и кухня. Здесь очень атмосферно. Мы тут обедаем. И здесь на самом деле очень уютно, как и везде в Грузии. Сидят местные, болтают все очень харизматичные, нарядные. Заведение это называется Кито & Коте. Это есть один известный грузинский фильм. И называется это заведение так, потому что в этом здании снимали одну из сцен, как говорят. Фильм я не видел, но поверю на слово. Короче, друзья, ну красиво же, симпатично. Рекомендую мясо здесь. Пойду его доем, кстати. Пока. Мы сейчас находимся в филармонии. В филармонии опять приехали на показ. И очень удобно, что есть трейлы во время недели моды, где, если вы не успеваете на показ, вы можете познакомиться со всем грузинским дизайном вот так вот на этих кронштейнах. И прямо сейчас специально мы вам покажем все, что здесь есть, чтобы вам было очень удобно, а непосредственно все это увидеть. В общем, знакомьтесь пока. Я пойду пока очередь на показ занимать. И мы сейчас на показе. Дизайнера зовут Александр Акхалкацишвили. Понимаете, да? Чуть-чуть сложно нам русским произносить это, но все равно проговорил. Так что давайте посмотрим, что он нам сейчас готовит. Ждем шоу, опять сидим. Все ради вас, исключительно. Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι, βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα. Сейчас мы приехали посмотреть бренд Materiel. Он создан приблизительно в 1950-х годах, послевоенный, может быть, даже в 49-м. Собственно, изначально отшивал форму военную, школьную. И сейчас им управляет Ладоба Кучава Александр Ахалкацишвили. Это дизайнер этого модного дома. Все в Грузии говорят про этот бренд. Сейчас будем смотреть, я ничего про них не знаю. Materiel. Посмотрите со мной. Здание красивое, окна, видите, какие гигантские. Довольно атмосферно.
тебе показ. Я на самом деле ждала большего, если честно. Правда? Они отыграли полностью по цветам. Круто. Но у них были сильнее коллекции. Это такой, как я люблю, секси LA стиль. Ну, типа такое. Да. Слава, как тебе показ? Плохо. Понравилось? Ну, у меня вопросы к моделям. Не было какого-то единства. В кастинге? Да. Сейчас на показе мы были, и открывал его парень. Я тебе говорю. Я не помню. Я тебе сейчас покажу. Есть фотка? Очень манерно шел. Да. Кэмпбелловский, да, это Наоми Кэмпбелл Уок. Вот это парень, да. Нет. Да. Классно, да? Из чего вы взяли? Посмотри на кадык вблизи. Ноябрь. Я без шапки иду. Я лысый человек. Без носков. С короткими. И это разве не прекрасно? Мы идем в магазин грузинских и не только дизайнеров, который называется More is Love. Познакомимся там с владелицей, посмотрим, что она продается. И также у них есть собственная марка, которая называется 0711. Делают известные сумки. И в Москве вы их тоже видели в том числе. По какому принципу вы выбираете те позиции, которые здесь висят? Мы подбираем, исходя из того, как мы видим в своей голове нашего клиента, кто наша девушка, женщина. Очень классный мерч. Очень все круто развешено. Хочется сказать очень не по-русски, но это не подходит. 0711 – это самая марка, про которую я вам рассказывал. Очень популярные сумки. Это все делается практически вручную местными рукодельцами. И есть разные абсолютно версии, есть разные формы. Модные, пляжные. Это супер. Гонять. Или даже какие-нибудь гигантские, повседневные. Смотрю, что здесь есть вокруг шеи. Чушки-пури. А татуна, кстати, мы были вот на презентации. Вот, видите? Это ее актуальная коллекция. Это шнурки вшиты сюда. Базовая, но при этом с изюминкой. Вот еще одна эко-шуба. Это Рубан тоже. Боже, какие московские дизайнеры у нас прекрасные. Янки-Янки, например, довольно известные пуховики. Если вы, кстати, хотите модно зимой выглядеть, вы очень любите меня задавать эти вопросы, не знаете в чем. Посмотрите, есть такие прекрасные бренды, которые делают вот такие вот модные пуховички. Так что Сибирь, Дальний Восток, внимание свое обратите. Вот мы были сейчас, Ладо Бакучава, он дизайнер того модного дома, на котором были показ, и у него есть своя собственная марка. Здорово, я не знал. А вот еще посмотрите, опять девчонки расширяют ассортимент, и помимо сумок, и они еще делают вот такие замечательные платья. Есть еще они длинные версии, но их меряет Наташа. Я хочу еще обратить ваше внимание на развеску. Очень красивый мерчендайз, потому что такое ощущение, что ты зашел, а тут уже стилист поработал, и за тебя уже весь гардероб собрали. И мне кажется, это очень важно, как будто я в гардеробе у какой-то модницы. Стоит, посмотри на него, монах. Батюшка, батюшка, я согрешил вчера. Все знают это, весь город об этом говорит. Я в 5 утра вернулся. Это мы знаем. Вау! Мамочка, это что, мандарины? Хурма? Я никогда не видел, как цветет хурма. Я очень люблю хурму, прикинь, ты просто у тебя окно открываешь, там хурма. Обожаю Грузию. Короче, что я говорил? Сюда нужно идти за определенной селекцией. Здесь уже за вас сделана выборка. И если вы модница, и вам нужен магазин со стилем, с деталями, с атмосферой, то More is Love как раз вам подойдет. Ну что, а я дальше пошел делать вам контент. На самом деле тут полностью битком все перекрыто. Люди пытаются войти на показ, но не могут, поэтому мне пришлось, независимо от того, что у меня VIP-проход, залезть наверх и, как вы видите, смотреть этот показ сверху. Мы приехали ужинать в ресторан, который называется Чвеня. Это ресторан и бар, очень атмосферный.
Как вы видите, здесь сегодня Хэллоуин. В общем, здесь работает шеф-повар номер 1 в Тбилиси. Его зовут Гурам. Пойдемте, покажу вам, познакомимся с ним. Поедим наконец-таки. Двумя словами, если позволите, расскажу, Не, у меня какой мы микрофон сегодня замечательной и крутой компании. С нами шеф Гурам Багдашвили, лучший шеф Грузии по версии гида Гомело. Это реально огромная возможность, очень крутая. Сегодня из первых, так сказать, рук. Даже король покраснел. Ура! Это место называется Чвени. И концепция очень крутая. Это наше место, где всем хорошо. И считайте, что мы сейчас просто дома у Гурама, фактически в нашем доме. Передай слово, Ася. Ура! Мадам, месье, merci beaucoup, merci pour rien, дамы и господа. Благодарю, что вы у нас сегодня находитесь здесь в гостях. Так как эпоха тыквы, и мы находимся в Хэллоуине, я решил вам предоставить, научить вас пхали из тыквы. Итак, мы берем запеченную тыкву, потом, потом туда кладем орех, сырой, грецкий, молотый. Потом мы туда кладем обжаренный лук. Отправляем потом солью. Черный молотый перец, уцхо сунели, свежего тертого чеснока. А еще было что-то желтое. Сафран, свежей кинзой и гранатом. У вас один ресторан? Нет, у меня есть ресторан в Дубае, называется Моди Дубай. В Португалии я все прикрыл, я жил 20 лет в Европе. А что так вот зачем? Это канал называется. А как есть? Берете ручкой, пальчиком, берете красивым пальчиком вот так, да. Знаете, как это у вас красиво получается? Тарелка деревянная, это имеет значение или нет? Она называется гоби. Гоби в Грузии приносит очень большую свою историю. Она оставляет свое отношение к грузинским блюдам, к бабушке. В гоби подавались все холодные блюда. В гоби можно подать с оленем, чади, сыр, пхали в одном гоби, поставить его на стол, и семья потом будет уже прямо с гоби есть. Знаете, как еще, Гурам Гурамович, вопрос? Если я первый раз пришел к вам в ресторан сюда, какие 3 блюда вы мне порекомендуете? Какие 3 блюда? Хачапури обязательно, мангал обязательно и чхакачхукеби. Ура! Слава! Рядом с нашим отелем есть другой отель, который называется Стамба. На сегодня здесь презентация скейтеров, скейтерская одежда, мы так это называем. Называется Тамра. Вот сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Что-то вот, короче, идем. Видите, я чисто почитать. Библиотека. Просто в темноту. Люди идут в темноту. Кому? Здесь там просто. У меня просто плохое зрение, и для меня вот это вот вообще прикол. То есть в темноте далеко люди. Мы как быстро зашли, YouTube, Джорджи Карцев. Так и вышли. К сожалению, бренд Тамра Тамра. мы не сможем вам показать, потому что мы сами ничего не видели. У меня еще плохое зрение, а там темно и далеко. Но что это нужно знать? Что они скейтеры? Скейтеры, конечно. И это хотелось одни из немногих скейтеров, которые, в принципе, на неделе моды присутствуют. Я-нибудь видел, чтобы Supreme или Pella сделали показ? Это первое. А второе, есть мода альтернативная в Грузии. Вот тому то, что мы с вами уже посмотрели. Но, к сожалению, вы можете только загуглить, потому что такое вот мероприятие, концептуальное. И, в принципе, я понял, что мода грузинская в этом и есть. Главный концепт, а комфорт вообще не имеет значения. Да. Ну как показ? Короче, я понял суть грузинской моды. Давай. Знаешь, в чем? Комфорт не важен, важен концепт. И атмосфера, да? Да, и атмосфера. Я про именно мероприятие. Да. Это их Это фишка, главное, да. Они пожертвуют многим, но передадут идею. Вот сейчас, собственно, такое было. Я, к сожалению, ничего не видел, потому что у меня плохое зрение. Суть фэшена как искусства – это погрузить состояние в какой-то другой мини-мир. Да, но в данном контексте меня никуда не удалось погрузить, потому что там просто... Организация реально хуёвая. Прямо сейчас мы покупаем книжку. Она называется Life from Fucking Everywhere. И автор Адам Кац. Это один из культовых современных стрит-стайл фотографов, но он не любит, когда его так называют.
Видишь? И мы пойдем... вот так. Мы пойдем сейчас, попросим подписать эту книжку специально для моего офиса, потому что я книжки модные коллекционирую. Если честно, я первый раз подписываю книгу, прикиньте. Здесь его фотки из разных абсолютно мест и путешествий. Довольно фактурная, очень инспирационная штучка. Рекомендую. School like school. S-C-H-O-O-L. Yeah, of course. And Gosh, G-O-S-H. All one word? Yeah. Actually, I just noticed I have a pretty good the same. Amazing. How cool. Does that mean you don't drink and stuff too? No. You know what it means, right? Yeah. I didn't know. Yeah, everybody told me about it. But it's something personal for me. For me too. Mine is because I was very depressed. So for me, it's like a plus sign, like positivity. But I was in Copenhagen, and this like neo-Nazi came up to me because many of them are like straight edge, so they don't drink or whatever. And he grabbed my hand and he put his finger in it, and he's like, "You're a fucking piece of shit." Like, yeah, it was really scary. Yeah. Nice to meet you. Appreciate it. Yeah. Как ребенок, как фанат, знаешь, типа автограф прям. За встречу. А я, кстати, не знаю, сколько я тебя не видел. Ты меня не видел, если я живу 3 года, ты меня не видел лет 5, да. Почему ты переехала? Нет истории никакой ни с каким грузином по имени Лаша, Иракли. Просто устала жить в Москве очень. Меня все прекратило радовать, поэтому я решила, что надо что-то менять. Уволилась с работы, собрала чемоданы, переехала сюда. И последние 3 года наслаждаюсь Грузией. Ты работала в пиар? В фэшн-пиаре. Да. А здесь чем ты занимаешься? А здесь я занимаюсь тем, что у меня есть телеграм-канал Tbilisi Still Loves Me. На самом деле у меня очень такой личный канал, то есть люди, которые его читают, они знают, кто я, как я выгляжу, что происходит. То есть я пишу о том, очень грубо будет сказать, не туристический Тбилиси, но как живет типа обычный Тбилиси. Жизнь Тбилиси изнутри. Да, из серии ты просыпаешься, там, чистишь зубы, ты там... Прикладываешь хачапури. Да. Сюда одну и сюда одну. А вот что ты думаешь по поводу того, что есть грузины, которые уезжают, и сюда сейчас очень много возвращаются? С чем это связано? Почему? У меня есть теория на эту тему. Каждый человек думает, что если он уедет куда-то в другое место, то там будет все по-другому и лучше. Трава зеленей. Да, трава зеленее, небо голубее. Вот, поэтому грузины ничем не отличаются от остальных наций, поэтому они тоже все думают, что здесь так себе, а вот там у соседа за забором получше. И я, и ты, мы знаем, что это не так. Ты здесь приезжая. Как здесь одеваются? Все черное. Black is the new black. Обниму тебя. Спасибо. Спасибо тебе. Я пьяный. Снимай петлю. Сейчас мы находимся в самом центре Грузии. Это площадь Свободы. Это сейчас казначейство вроде бы. Невероятно красивое здание. Сделанное предком для Тбилиси арт-нуво. Красивое помещение. Самое главное, что здесь сейчас пройдет показ дизайнера Джорджи Кибурия. Коллекция весна-лето посвящена 80-м, девушкам, у которых богатые мужья, которые, может быть, им изменяют, или мужья им изменяют. Они уже, может быть, на Ксанаксе, может быть, разорились. Именно про эту коллекцию. Мы видим 3 пары новых очков. Именно очками славится Кибурия и новые сумки. Это и пресс-релиз просто прочитал. Погнали. I told you I wasn't going to use that document. Погода в Грузии сейчас что-то нестабильно, то холодно, то жарко. Главное настроение хорошее после показа такого блесточками, да? Эх. Неделя моды — это довольно утомительно. Потому что вы все время бегаете между показами, надо все успеть, всех быстрее хватать, попасть еще в светскую хронику. Короче, такое. Хочу что жаловаться, да?
Сори. Иери — концепт store. Чисто грузинское слово. Иери. Оно переводится как образ, вид. Вообще концепт магазина — мода, вдохновленная Грузией. У нас есть 24 грузинских дизайнера и дизайнеры, которые вдохновились Грузией, но грузинами при этом не являются. Смотри, вот это просто, вообще вот эта историческая вещь, потому что с нее началась вся история Иери. Ты, кстати, можешь примерить. Давай примерим с большим удовольствием. Это хевсурская куртка, традиционная. Сейчас расскажу. Хевсуры — это такая горная народность в Грузии. Они носили такие костюмы нарядные, сами вышивали все вручную. Еще есть варианты с бисером. Это вот в горах темными зимними вечерами они занимались вышивкой. Очень это не выглядит комфортно, а я когда надела, мне очень... Она мягкая такая. Она очень мягкая, она очень удобная. Важный момент, что вот этот бренд, Самосель Пируэли, они стараются на современный лад переделывать какие-то старинные вещи. Например, вот это абсолютно мужская чоха, ее сделали как женское пальто. Красиво как. Вот. А это традиционное платье ахалухи, но его можно носить просто как накидку, например, на брюки там или что-то. Вот эти вот рукава, ленты точнее, они символизируют рукава танцовщиц грузинских национальных танцев. Бренд делает художница София Гонглиашвили. Это старинная техника перегородчатой эмали, которая была утеряна. Ее восстановили лет 20 назад. И это все ручная работа. Каждое изделие — это прям такой вот настоящий handcraft. Старинная техника с современными узорами. Тбилисский стиль в одежде я могу очень быстро тебе рассказать, и очень понятно. Грузины очень любят архитектурный крой, они очень любят минимализм, они очень любят черный цвет. Это такая традиционная история, потому что черный цвет — цвет траура, а поскольку этот цвет при этом очень классический, глубокий, красивый, то все вокруг носили, черный цвет стал такой вот как бы частью традиции. Сейчас уже носят без траура, да, но любую ты вещь возьми, любую историю расскажи, там всегда будет трагедия, там всегда будет драма. И для меня, например, вот как для человека, который считает себя неким там амбассадором Грузии, да, для меня очень важно, чтобы люди вот это понимали, что здесь не все про потанцуем, споем, хинкали, горы, вино, что здесь действительно есть очень много таких глубоких трагических историй, которые просто часть культуры. Грузинская девушка сама по себе, она кто? Она какая? Ты знаешь, я это называю интеллигентная сексуальность. Вот, то есть это не вульгарно, это всегда очень тепло, открыто. Это может быть немножко с налетом снобизма, потому что у нас это и есть у грузин, как у любой маленькой народности, и это всегда стать. Грузия — это та часть моего ДНК-кода и тот ингредиент в моей крови, благодаря которому я могу чувствовать на 10 тысяч оттенков больше. Галмарджис. Мы находимся в здании Академии художеств. Нас сюда провели. Сюда вряд ли вы сможете попасть. А Академия художеств реставрируется. И абсолютно невероятная атмосфера. Это разрывает голову немножечко. Посмотрите наверх, пожалуйста. Это бомба. Видите, там некоторых частей даже нет. Именно в этом месте учились все местные дизайнеры. Это как Сейнт-Мартинс или Парсонс, только грузинский. Классное место для учебы. Прикиньте, ты сидишь на учебе, у тебя парта, да, здесь, и ты просто здесь учишься. В 1856 году построено это здание. А вот это декор? Все аутентично и... То есть это с конца 19 века? Да, вот именно вот эти помещения, вот эти, именно с 1856 года существуют. Ты здесь учился? Да. И ты сейчас восстанавливаешь это? Да, я и огромное количество людей этим занимается. Это восхитительное место. Спасибо большое, что есть возможность это посмотреть и показать. Мы видим с вами процесс восстановления всего этого. Вот эти самые кусочки, которые можно будут потом сюда интегрированы, так сказать, в шкатулке. Стройку прожила, я знаю, что это. Охренеть! Посмотрите. Мы как будто бы в сокровищнице. Это все камни. И я не знаю, удастся ли передать ту энергетику через камеру вам. Это красиво, это убито, это потрескано. Ты чувствуешь красоту, которую повидала, и от этого еще более сильнее ощущения. Именно такую красоту я люблю. Она живая, она не вылизана, не отполированная. Она с небрежностью. Я нахожусь, знаете где? Винотель. Что это значит? Это вино и отель. Вот здесь вот вы можете жить
есть и пить вино. Очень аккуратный, маленький отель, всего лишь на 13 номеров. Каждый номер и вообще весь отель заставлен, я бы даже сказал, антиквариатом, который собирает сам хозяин. Здесь мы видим и картины, и какие-то старые стулья, естественно, ковры и мебель. Отдельно здесь, внимание, нужно уделить потолку, дорогие друзья, который встречает нас при входе. Посмотрите, пожалуйста, наверх вместе со мной. Я так долго с задернутой головой давно не стоял. Например, здесь есть номер, который 20 квадратных метров, он как каюта, находится на самом верху. Это все, что вы видите. Я здесь не помещаюсь. Я не знаю, помещусь ли я в эту кровать, но интересно, забавненько. Под старину, для любителей. Я вот, если честно, как бы все-таки за более современные всякие штуки. Ходит эксперт с нами, с антиквариатом, и писается кипятком. Я ничего в этом не понимаю. Ну ладно. Есть еще одна фишечка. У них есть винный погреб, в котором проходят также мастер-классы, дегустации, как это, безусловно, принято в Грузии. Здесь есть внутренний двор, здесь играет часто живая музыка, и встречает вас очень приветливый персонал. Так что, если у вас будет возможность, либо здесь останавливайтесь, либо просто обязательно посетите такого формата заведения. Между друзья, за ужином. Я к ним, потому что я уже все здесь рассмотрел. Слава Гаврилу! Исходя из того, что мы грузины, у нас есть легкий такой протест к тому, что не совсем правильно нас воспринимают. Мы решили с Нателлой писать о том и рассказывать о том, что кроме стереотипных представлений о Грузии, есть еще другая Грузия, о которой мало кто говорит. Опять-таки на русском языке. Хотя мы не являемся блогерами, я ресторатор, Нателла главный редактор издания «Коммерсант», и как бы у нас есть чем заняться, просто свободное от работы время, мы это делаем, и нам это нравится. И... Ты же работал в Москве. Почему ты вернулся в Тбилиси? Знаешь, как мы поженились с Нателлой, мы думали о том, что не попробовать ли нам переехать в Тбилиси. И мы решили, что давай вот сейчас попробуем, чтобы потом не жалеть. Элементарно тут день больше, чем в Москве, и теплее, где-то в чем-то вкуснее, наверное. Стиль в Тбилиси. Как люди здесь одеваются? Люди в Тбилиси одеваются по-разному. Но вот меня, например, считают старомодным. Я люблю широкие брюки, не нахожу их, чтобы покупать. И ищу. На пересечении улиц Кавсадзе и Палиашвили есть прекрасное ателье, в котором с 60-х годах ничего не менялось, включая людей, которые там работают. И там есть прекрасный Радчик. Поверь мне, Радчик так счет. Радчик Карапетян, а его двоюродный брат Арутюнов, который шьет костюмы. Начнем с того, что один из самых креативных людей в мире моды, грузин, который одевает людей так, как они стеснялись бы, наверное, сами одеться. Но он диктует, и это становится сразу круто, да? У местных есть вкус? Да. Вкус есть у всех и во всем почти. Он разный, он специфический. Тбилиси очень многонациональный город. Тут много армян, тут много азербайджанцев, тут много евреев, тут много курдов. И у них свой вкус. Грузинская женщина для меня мать. Вот моя мать для меня грузинская женщина, которая одна взяла меня и вырастила неплохого сына. Очень тяжелое время для Грузии в 90-х. Мне, правда, спасибо Господу Богу, очень повезло. Вот грузинская женщина для меня вот это Нателла. Нателла мне очень повезло, мы с ней познакомились в Москве. Это моя жена, мать моих детей, и вот она для меня грузинская женщина. Нежная, женственная, умная, мудрая, заботливая женщина – это грузинская женщина. Потому мы, грузины, такие щекастые, в отличие от меня, и пухленькие, потому что они долго живут. Пожалуйста, дорогой. Я тебя обниму. Спасибо тебе за эту поездку вообще. Короче, мы сейчас находимся на одном из самых ожидаемых показов Тбилисской недели моды. Показ дизайнера, который зовут Бичола. Его так и зовут Бичола. У него не было 6 лет показов. И он родился здесь, из абсолютно простой семьи, но добился очень многого. Работал и в бренде Ануки, работал потом в приглашенном бренде долго в Китае. Сейчас, наконец-то, опять возродил свою собственную линию одежды. Знаков он тем, что я с ним дружу. Это первое. Это самый... И теперь
Я с ним тоже дружу. А второе, он друг Вани Дорна и друг Лободы, поэтому, как говорят, 80% коллекции Лобода уже скупила. Вот если вы себе представляете, как одевается Лобода, вот мы сейчас это и будем смотреть, в принципе. Ждем, народу много, площадка прикольная, новая, мы здесь еще не были, хотя это то же самое здание филармонии. Ну и публика интересная. Есть ли даже люди, которые пришли с цветами? Как на концерт. Люди как люди. Суперзвезда. Мы ждем Лободу, пока Лободы не видно. Ну вот человек, видели? Вот прям прошелся по подиуму как надо, насладился по полной. Вот прям полный круг дал Бичола, нескромно, как он любит. Лобода приехала даже поддержать его. Все люди как люди, а я Бичола Тетрадзе. А это был последний показ, который я вам показал. Вот такая грузинская мода. Она либо очень атмосферная, либо очень яркая. Она очень силуэтная, могу вам сказать. Если честно, я так устал. Я не знаю, я хотел красиво закончить это видео, но у меня не получается вообще. Поэтому я надеюсь, вам понравился этот формат. Я надеюсь, вы кайфанули так же, как кайфанул я здесь. Я просто уже не могу пить. Я завтра улетаю, слава богу, с утра. Грузия была очень насыщенная. Спасибо вам, Грузия. А как сказать до свидания по местному, Наташ? Вот. Здрасте. Пойдем. Уже, потом запишем.